Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев Сад. Сейчас у нас зима, и самое время заняться семенами. И сегодня вы узнаете, как оживить старые лежалые семена, а также какие сорта, новые сорта овощных культур я буду сеять в этом сезоне. Итак, вначале поговорим про новиночки сезона. От различных производителей у меня новинки, которые я еще ни разу не высевал. В этом году буду проводить испытания. Поэтому уже заблаговременно прошу в комментариях, пожалуйста, напишите, может быть, кто-то выращивал мною перечисленные сорта вот этих овощных культур, какие результаты были, понравилось, не понравилось, будет интересно узнать ваше мнение. Начнем, наверное, в начале с семейного лука. Посмотрите, вот здесь на тарелочке у меня лежит семейный лук. Вот это меленький, вот который чуть поменьше удлиненной формы, это лук-шалот. Вот, называется «Желтый банан». Этот лук я покупал в магазине «Удачный огород» в Минске. Никогда раньше не высаживал вот именно этот сорт шалота. Хочу попробовать. Он такой не крупный. Видно, это просто на семена такой не крупный. Я надеюсь, что он вырастет покрупнее, урожай даст. Вот луковицы будут покрупнее. А вот этот лук я уже выращивал в прошлом году первый раз. Весной мамина знакомая поделилась, значит, луковицами, штук 5 или 7 луковиц было вот этого семейного лука, но название сорта не помню. Но меня поразил урожай, конечно, что семейный лук получился вот такой крупный. Вот такие огромные крупные луковицы, это еще не самые крупные, были и побольше. И в одном гнезде, наверное, было штуки по 7, по 9 вот таких вот крупных луковиц. Какой-то сорт, видно, очень удачный. Ну и хранится, в принципе, хорошо. Название сорта не помню, потому что просто вот поделились. Обычно огородники не записывают названий сортов. Вот. И вот моя рекомендация. Где взять семейный лук? В магазинах семейный лук очень редко продается. Практически не продается почему-то в магазинах. Ищите по соседям, по знакомых. Может быть, у кого-то он есть. Берите на семена и размножайте. Чем же хорош так вот лук-шалот, семейный лук? Чем он ценится? Ценится за то, что у него очень вкусное, нежное перо зеленое. Очень большой выход зеленой массы. Вот этого пера, кто любит замораживать вот, молодой вот этот лук, да, свежее перо, самый лучший вариант для зелени, это, конечно же, лук-шалот, семейный лук. Прям очень хорошие результаты дают. Конечно же, лук семейный очень хорошо хранится. Если удачный, хороший сорт, будет отлично лежать вплоть до нового урожая. Вот за это он ценится. Ну и еще, конечно, высокая урожайность. Ведь иногда, в зависимости, конечно, от сорта, из одной луковицы может сформироваться до 15, а то и 17 луковиц вот, за один сезон. То есть, представляете, одну луковицу посадили и 17 собрали. Но, конечно же, чем больше луковиц в этом гнезде, тем они меньше будут. Как правило, так бывает. Если вот такие крупные луковицы, конечно же, их не будет там 15-17 штук, но будет 5-7 штук, но зато вот таких крупных. Дальше пройдемся по огородным культурам. Что еще я буду пробовать высевать? Значит, был я в магазине «Процветок» и посоветовали, зрительницы мои как раз были в магазине, вот этот огурец. Называется «Соплица». Огурец польской селекции. В упаковке очень-очень много семян, прям тут целая горсть. И сказали, что в открытом грунте очень хорошие результаты он показывает, урожайный. Поэтому решил купить и попробовать вырастить. Как-то раньше я высевал огурцы польской селекции. Не этот сорт, какой-то другой, но слишком много было горьких плодов. Мне вот они как-то не зашли. Наверное, сорт не слишком удачный был. Попробую вот этот. Тем более это не... Нет, это гибрид. Все-таки я думал, что это сорт, это гибрид. Вот, поэтому я надеюсь, что завязывать плоды он будет хорошо. Вот в открытом грунте. И, возможно, и в теплице можно кустик посадить, посмотреть, что получится. Так, дальше. Капусту решил красную купить, краснокочанная. Рубин МС. Значит, производитель у нас кто? Значит, Аэлита. Производитель. Высаживал раньше краснокочанную капусту, но конкретно вот этот сорт не сеял. Не знаю. Хочу попробовать. Посмотрим, что получится. Дальше. Наши белорусские семена от насения. Значит, это укроп, мамут.
Вот не знаю, ни разу не сел вот именно вот этот сорт мамут. Попробую. По картиночке как-то очень он уж хорошо выглядит, прям такой густой, листвы много. Сеял обычный я богатолистный укроп, богатолистный на белорусском языке. Вот, высевал его, очень хороший выход зеленой массы, но может и мамут хороший, тоже попробую. Дальше, в этом году я решил еще посеять, сейчас вам покажу, несколько сортов картофеля семенами. Значит, картофель императрица от Седек и от Сипсада картофель импала. Ранние сорта картофеля, вот, которые можно вырастить через семена. Кто не знал, картофель можно выращивать и семенами. Значит, в какие сроки вот эти семена нужно сеять? Сеется в те же сроки, что и рассада томатов. Ориентировочно это март месяц, ну, ближе к середине марта. Поэтому к середине марта я их посею, буду выращивать в стаканчиках, а затем, когда уже возвратные заморозки пройдут, тепло будет, это вторая половина мая, высажу в открытый грунт. В первый год в большинстве своем такие крупные клубни огромные не получаются. Ну, бывает и вырастают, но это исключение, скорее всего. Вырастают небольшие клубеньки семенного картофеля, и затем вот эти уже семенные клубни можно отправлять для дальнейшего размножения, если этот сорт мне понравится по своим характеристикам. Будут клубни вкусные, будет урожайность хорошая, будет устойчивость к заболеваниям хорошая, поэтому надо проверить. Ну, вот хочу посеять. Дальше буду пробовать новые арбузы еще. Значит, вернее, опять же, в магазине я был и купил, значит, польский какой-то арбуз, яносик, желтоплодный. Раньше желтоплодный от партнера высевал. Они такие не крупные были, может, килограмма 1,5-2 от силы, но достаточно вкусные, сладкие. Здесь же по характеристикам сорта 5,5 килограммов вот эти арбузы. Поэтому надо попробовать, может что-то и получится. И еще один арбуз Мулат, производитель Саката. Значит, опять же, не высаживал, не знаю, но написано, что крупноплодные, 6-9 килограммов. Вот эти арбузы. Посмотрим, что за они. Так. Дальше. Опять же, в процветке я был, помните, показывал вам капусту. Капуста брюссельская, красная. Вот. Краснокочанная брюссельская капуста. Для меня это новинка. Раньше я выращивал только зелеными кочанчиками обычную брюссельскую. Решил вот еще и такую вырастить. Тоже посмотрю, что из этого получится. Что еще у меня тут? Значит, морковь, white satin. Это не новинка, но решил вам ее показать. Почему? У кого есть какие-то аллергические реакции, там диатез и так далее. Вот эта морковь, она как бы не вызывает вот таких негативных последствий для здоровья. Вот антиаллергенная белая морковь. Подходит для супов, для всего подходит. Поэтому кто простую морковь оранжевую не может есть, вот можете попробовать вот такую беленькую. Так. И еще от агрофирмы «Партнер» мне прислали морковку. Я попросил сам на испытание. Я раньше, честно говоря, не высаживал ни разу их морковь. От «Партнера» я высевал только баклажаны, перец, томаты. Вот еще там пару растений, тыквы, редис. Но морковку никогда не высевал. Хочу попробовать. Не знаю, что получится, но я думаю, что будет все нормально. Значит, морковь Олимпа у них есть. Вот такая красивая. Значит, Карлано, так, Йеллоустоун, это желтая морковь. Желтая морковь хороша тем, что она очень сладкая. И вот кто любит делать плов, тот знает, что желтая морковь самая лучшая для плова. И Силвано, еще морковь. Вот эти морковочки буду высевать. Хочу посмотреть, что за результат получится вот на нашей почве, на суглинках. Значит, это, конечно же, не все. У меня еще на Новый год, на новый сезон очень много различных семян томатов, новых сортов, новых гибридов. Много перцев. Тоже и на испытания мне дали семена, которые еще в продаже даже не поступили в продаже, их нет. Вот буду испытывать на своем огороде. Но про, наверное, перцы и томаты буду делать отдельно ролик, потому что слишком обширная тема, слишком много сортов и гибридов в один ролик все это не поместится. Теперь хочу поговорить по поводу старых семян. Допустим, у вас лежали семена сколько-то там лет,
И вы раз на пакетик, ага, а сроки уже, там, допустим, 2 года назад истекли. Что же делать с такими семенами? Самый простой вариант – это выкинуть. Но зачем выбрасывать деньги? Как говорится, вы за них платили деньги, покупали в магазине, выбрасывать не нужно. На самом деле старые семена могут еще давать всходы. Процент схожести, конечно же, будет меньше, чем у свежих семян. Но, тем не менее, все равно какая-то часть семян взойдет. И есть культуры, вот семена которых чем дольше лежат, тем сеянцы, полученные вот из таких семян, дают более высокий урожай. Это касается в первую очередь огурцов. Вот старые семена огурцов, если где-то хотя бы несколько семян из упаковки взошло, вот эти кусты, они дадут самый большой урожай. Будут просто кусты гнуться от урожая, как говорится. Поэтому не выбрасывайте лежалые семена. Значит, как их можно оживить? Самый простой способ – это использование перекиси водорода. Нужно отметить, что перекись водорода сама по себе не является сильным обеззараживающим раствором. И поэтому, вот, если услышите рекомендации, что обеззараживаете семена перекисью водорода, да, действительно можно, но обеззараживание будет очень-очень слабым. Перекись водорода вот как раз-таки и направлена для активизации всхожести семян. Дело в том, что перекись водорода, когда мы завачиваем в растворе семена, насыщает семена кислородом и размягчает оболочки семян. И в итоге семена лучше всходят. Значит, как применять перекись водорода для активизации вот этих старых семян? Значит, берем 1 чайную ложку на стакан воды, все это размешиваем, 3% перекиси водорода, и замачиваем семена примерно на полчаса. Вот в этом растворе. Затем достаем семена из раствора, промываем чистой водой и отправляем на проращивание. Либо подсушиваем и высеваем, но лучше на проращивание. Почему я рекомендую проращивать семена, в особенности огурцов, томата, перцев, баклажанов? Потому что мы сразу увидим невсхожие семена. То есть вы отправили, допустим, семена перца на 5 дней в теплое место на проращивание, завернули в мокрую тряпочку какую-то, отправили на проращивание, и мы увидим, какие семена не наклюнулись. Значит, мы такие семена отбракуем, а посеем только лишь наклюнувшиеся семена, которые надежно дадут всходы. Можно, конечно же, и не отбраковывать таким способом. Семена сразу же все посеять, если вы сеете в общей емкости. В общих емкостях это, в принципе, не принципиально. Все равно всходы появятся. А если используете отдельные стаканчики, емкости, конечно же, не хочется тратить вот, ценное место на подоконнике, на стеллаже для невсхожих семян. Значит, еще один момент по всхожести семян. Очень положительные такие результаты на всхожесть семян дает еще сенная палочка. Поэтому после обработки вот этим раствором перекиси водорода семена как раз-таки очень хорошо замочить в мокрых тряпочках, либо ватных дисках, увлажненных раствором сенной палочки. Сенная палочка также будет благоприятно влиять на ростовые процессы, будет активизировать прорастание семян, и в дальнейшем вот такие семена, всходы этих семян, сеянцы будут развивать очень хорошую, мощную корневую систему. Какие препараты сенной палочки подходят для замачивания семян? Любые препараты на основе сенной палочки. Например, если у вас большой объем семян, затем будет большой объем рассады, в процессе пикировки вам нужны будут биопрепараты. Вот самый лучший тогда вариант – закваска Новоспорин от Тутагра. Вы сможете самостоятельно наращивать вот эту сенную палочку в растворе. Значит, по поводу обеззараживания с помощью сенной палочки. Да, на самом деле вы можете заменить любые химические какие-то фунгициды для обеззараживания семян раствором сенной палочки. Пока еще зима, холода, самое время навести порядок в семенах. Поэтому постарайтесь сейчас разобраться в своих семенах. Запишите, какие сорта хотите посеять, что нужно докупить, какие семена, может быть, уже просроченные. Посмотрите на их всхожесть, проверьте там чуть-чуть семян где-то отсейте, как они взойдут, чтобы уже весной затем не бегать по магазинам и не искать нужные сорта. Весной многих сортов уже в магазинах попросту не найти, поэтому делайте покупки заблаговременно. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!